Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Сегодня мы посмотрим жуткие видео с паранормальным, снятые на камеру. И если вам этот ролик понравится, то не забудьте поставить свой царский лайк, поделиться видео с друзьями и написать любой комментарий. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Фронтальная камера. В следующем видео девушка находится дома совсем одна и сначала снимала, как на улице идет сильный дождь. Видео она решила завершить тем, что сняла себя на фронтальную камеру. Однако после просмотра видео она что-то заметила. Смотрите внимательно. Позади девушки можно увидеть темную фигуру, хотя по ее словам, дома она находилась совсем одна. Зрители разделились во мнениях по поводу этого видео. Одни писали, что девушка все подстроила ради просмотров, вторые убеждены в том, что находиться в этом доме небезопасно и девушку могут преследовать. Третьи писали, что это могла быть чья-то злая шутка, соседей или друзей. А вы как думаете? Стороны. Следующее видео было снято на камеру наблюдения, которая установлена на улице. Давайте посмотрим. Извините, а не подскажешь, как прямо пройти? Туда. Туда? Конечно. А туда не получится? Вам куда? Прямо? Да. Все, спасибо. Güey, te juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que un señor me preguntó qué onda era la pinera. Te lo juro por Dios, güey. Слева можно увидеть мужчину, который идет по тротуару. Однако стоит обратить внимание на противоположную сторону. У дороги будто пролетает аномальная фигура, а дальше все становится еще интереснее. Мужчина начинает что-то говорить и показывать, хотя на камере не видно больше людей, кроме него. Спустя несколько секунд мужчина уходит, как ни в чем не бывало. Видел ли он кого-то или что-то, что не увидели мы, останется для нас большой загадкой. Страхи Джесси. Следующую серию роликов снял мужчина по имени Джесси и выложил в ТикТок. Он утверждает, что в его доме обитает нечто паранормальное и просит помощи у своих подписчиков. Давайте посмотрим. В первом видео Джесси идет в ванную комнату, поскольку слышит странные звуки. Он предполагает, что кто-то может находиться за шторкой, однако никого там не находит. Но было то, что напугало Джесси в этот момент. Вода в ванной вдруг включается без видимой на то причины. Недолго думая, мужчина выключает ее и движется к двери, чтобы уйти из ванной комнаты. Однако, как только он оборачивается, шторка в ванной силой поднимается, будто оповещая его о чьем-то присутствии. Во втором видео от Джесси действия снова происходят в ванной комнате. Он услышал крики, шаги и звуки падающих предметов и пошел проверить, что происходит. Однако уже сразу Джесси наткнулся на проблемы с электроэнергией. Он просто не мог включить свет. Но напугало мужчину совсем не это. Спустя буквально несколько секунд над дверью появляется фигура, напоминающая женщину. На этом видео заканчивается, а сам Джесси утверждает, что в тот день он обыскал весь дом и никого там не обнаружил. Следующее видео Джесси снял в своей второй ванной комнате. Давайте посмотрим.
душевой, кажется, стоит ребенок и стучит по стеклу. Как только Джесси туда заглядывает, стуки пропадают, а от ребенка не осталось и следа. Джесси стал рассказывать, что паранормальная активность усиливается, и теперь он стал чаще уходить из собственного дома, так как боится там находиться. После одной ночной прогулки, когда он возвращался домой, Джесси снял следующее видео. Amy. Amy. Ay, Diosito. Amy. Amy. В комнате слышен чей-то смех, и сидит дочка Джесси. Невооруженным взглядом можно заметить руки, которые тянутся к девочке. Когда мужчина подходит к дочке, она будто находится в трансе, а руки, которые он видел до этого, просто пропадают. Он пытается вывести дочку из этого состояния, но видео на этом обрывается. Зрители, которые посмотрели видео, снятые Джесси, были удивлены и напуганы одновременно. Многие писали, что в доме обитает злой дух, который способен перевоплощаться в любую форму, хоть маленького ребенка, хоть женщину. Однако какова цель этого духа, неизвестно. Другие зрители обвинили Джесси в постановочных видео, которые он умело смонтировал ради просмотров. Были и те, кто думает, что паранормальная активность может исходить от бывших владельцев дома, и порекомендовали Джесси изучить историю места, где он живет. Интересно узнать ваше мнение. Что же снял Джесси на этих видео? Квартира. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения в квартире. Давайте посмотрим. Обратите внимание на дверной проем. В коридоре можно заметить едва уловимую темную фигуру, которая быстро исчезает. Мы никогда не узнаем, был ли это призрак, но можем хотя бы предположить. Напишите ваши мысли в комментариях. Камера наблюдения. В следующем видео мужчина показывает запись с камеры наблюдения своих родственников. Давайте посмотрим. Аномальная фигура появляется из ниоткуда и идет по улице. Но обратите внимание на ее ноги. Кажется, у нее сразу 4 ноги. Автор просит помощи, так как даже не может предположить, что это могло быть. Мистика везде, в каждом углу тени, ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Ты найдешь истории из мрака, каждый босс путешествие наизнанку. Ты увидишь, как мистика оживает, ты не забудь поделиться с друзьями. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать, другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, другая сторона, где призраки играют, мистика жива. Будешь смеяться и дрожать, другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Ферма. В следующем видео испанские блогеры отправляются на заброшенную ферму, которая имеет печальную историю. На этой ферме
прошлом веке жил мужчина, который совершал отвратительные поступки, и его даже называли маньяком. Когда его застали за половым актом в одном из помещений фермы, то решили его унизить, изуродовать и убить. С тех пор об этом месте ходит куча легенд. А любители паранормального, которые приходят в это место, все как один говорят, что тот маньяк все еще обитает в этих стенах. Давайте посмотрим, что удалось заснять блогерам. Hay medicamento por todos lados, güey. Блогеры слышат звук, будто что-то сдвинулось или упало. Возможно, это был деревянный поддон, но что стало причиной его движения? Смелые блогеры отправляются дальше. Ey. Ah, se me cayó. Ay, güey. Ni cuenta me di. Ay, Dios, aquí siento muy feo, güey. Ты слышал? Ой. Проводи меня, подожди меня здесь, Гай. Спустя некоторое время они слышат некий звук, который предположительно доносится с улицы. Они светят фонариком в окно и никого не видят на улице, поэтому решают выйти и посмотреть. Однако там им также не удается никого найти. Вернувшись обратно в здание, блогеры снимают то, что их начинает пугать. Не соси, Гай. Не соси. Ты это видел? ¡Hola! No mames. Вот и все. Вот и все. Это была та, которая была там, наверху. Вот и все. Neta, 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 neta. Esa prenda es la que estaba aquí arriba, güey. Esa de ahí. Одна из вещей, которая висела на стене, вдруг с силой падает, будто ее кто-то за нее специально потянул. Блогеры исследуют другие части здания и уже спустя несколько секунд слышат нечто похожее на чей-то голос. Ай, козел. ¿Qué pedo? Когда они светят фонариками, чтобы найти источник звука, то вдруг слышат громкий неожиданный стук. Мужчины продолжают ходить по ферме и исследовать ее, и уже несколько минут спустя снова снимают нечто паранормальное. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Здесь кто-нибудь есть?
Ты слышишь? Не соси, если услышишь это. Не соси. No mames. Ее только что избили киви. На эту луну был нанесен удар снаружи. Привет. Buenas. Buenas noches. Занавеска на окне вдруг начинает шевелиться, без видимой на то причины. Они выходят на улицу, чтобы понять, что происходит. Однако со стороны улицы блогеры никого и ничего не обнаруживают. Hola. Sí. La teja. Ой. La teja. Ой. Что? Hola. Ты слышал этот плач? Hola. Ты слышал это? Ты можешь подать мне какой-нибудь знак? Переходя в другую часть, блогеры не перестают слышать странные звуки на этой ферме. Они считают, что это детский плач или крик, но вряд ли ночью в этом месте может находиться ребенок. А дальше произошло то, чего блогеры никак не ожидали. No mames, ahí hay alguien asomado, güey. Ah, no mames. Se metió. Hola. Buenas. В конце коридора вдруг выглядывает темная фигура, которая буквально через доли секунды исчезает. Также мужчины установили камеры ночного видения и специальные датчики, которые оповещали их о присутствии паранормального на этой ферме. Они решают разделиться. Кевин идет в комнату, где когда-то нашли мужчину-маньяка, чтобы попробовать связаться с ним. Sé que estás aquí conmigo. ¿Me puedes dar alguna señal? Я знаю, что ты здесь со мной. Ты можешь подать мне знак? О боже, я чувствую себя незащищенным. Семья, я чувствую, что он здесь, со мной. Я чувствую присутствие рядом со мной. Боже, боже, боже. Я чувствую, что он здесь, со мной, семья. Не соси. Не соси, семья. Нет, боже мой, нет. Mira, ven eso. Ven eso, se está moviendo esa madre. Se está moviendo esa madre. Oh. Можно увидеть, как что-то тянет за рюкзак Кевина. После того, что произошло, блогеры выходят на улицу и продолжают снимать. Ay, no, Dios mío, güey. Пойдем. Увы. Боже мой. Mi linterna, güey. Ay, Dios. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. No mames, güey. Allá hay alguien, güey. Allá hay alguien. Te lo juro que acabo... В одном из окон им удается заснять темную фигуру, которая будто стоит и наблюдает за ними. Они бегут туда,
чтобы проверить это помещение, но в комнате они никого снова не находят. На этом расследование заканчивается. Зрители, которые посмотрели ролик испанских блогеров, были заинтересованы этим местом и его историей. Многие предполагали, что неупокоенная душа того самого мужчины-маньяка могла остаться здесь. Другие писали, что помимо мужчин, кто-то мог также находиться на ферме и пугать их. Были и те, кто посчитал, что мужчины все подстроили. А вы на чьей стороне? Фигура. Следующее видео было найдено на Reddit и снято на камеру наблюдения в обычной квартире. В ночное время можно увидеть нечеткую фигуру, которая проходит по комнате и исчезает. Многие комментаторы были убеждены в том, что это может быть реальный призрак. Однако другие предполагали, что это мог быть простой сбой в работе камеры. Хочу услышать ваше мнение по поводу этого видео. Нечто жуткое. Следующее видео было найдено в TikTok. Кажется, что мужчина от кого-то убегал по лестнице и параллельно снимал видео. Спустя несколько секунд он поднимает камеру, чтобы показать этаж выше, и снимает нечто жуткое. Можно увидеть темную фигуру, которая будто следит за мужчиной. Но то, что произошло дальше, напугало мужчину еще больше. Темная фигура вдруг спускается, будто парит в воздухе, и останавливается прямо перед мужчиной. Он быстро решает покинуть это место. Многие зрители, увидев этот ролик, были не на шутку напуганы и предполагали самые разные варианты. От теневой фигуры до злых сил, которые по какой-то причине могут преследовать мужчину. В следующем видео мужчина ехал по лесу и снимал все на камеру GoPro. Давайте посмотрим. Es hermoso este caminito para pasear, despejarse un poco. Acá. Esto sería el canal que lleva. Uy, un Doberman. Спустя некоторое время стоит обратить внимание на дерево слева. Кажется, на нем находится что-то вроде куклы или человека. Сразу разобрать невозможно. Однако мужчина говорит, что он каждый день ездит там и ни разу никого не видел. Зрители, которые посмотрели это видео, предполагали различные варианты. Первые писали, что это могла быть обычная кукла, которую кто-то разместил на дереве. Вторые убеждены в том, что эта фигура как-то связана с ритуалами, так как она похожа и на куклу, и на человека. Таких кукол использовали племена для того, чтобы навредить определенному человеку. А вы как думаете, что это было на самом деле? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Кэш, всем нужен кэш, всем нужен кэш, да. Купюры в руках, как светофор, green light. Когда жмешь на газ, снова новый файт. Деньги в кармане, как айс на рист. Настал момент, где ты из списки мист. Кэш нужен всем, как Wi-Fi в метро. Бабки в кармане, это мой флоу.